Когда я говорю о себе, то, конечно, в смысле тех вещей. Простите, ради бога, я не хочу, чтобы это превратилось в урок философии, что? Но это ваше дело. В конце концов, я буду говорить, как вы хотите. Почему уехал? Мне прекрасно жилось. Прекрасно. Друзья, популярность, интересные люди. Ответ просто все надоел. Недостаточно. А вы знаете, это очень важный момент. Скажем, там какая-нибудь там слежка ГБ, да, вызовы, да. Чушь, ерунда, а у кого нет? Что жаловаться будем каждый раз, да? Нет, дело не в этом. Что-то кончалось, у меня было ощущение в этом месте. Надо уйти, пока еще накрытый стол, да. Что же уходить, когда, да, уже и скатерть сорвали, да, и все там, осколки на полу валяются, селедочный хвост, да. Противно, да? Уходить надо, когда стол накрыт, откланяться. Согласны? И не жалуюсь. Вот чего я не терплю, и чего я не терпел в своем окружении. Жалоб. Отсюда до Атлантики можно доехать, до Северного моря можно доехать. И люди, многие, так живут. Лондон и вот какой-то... мое ощущение жизни в этом городе. Разумеется, я не свой. Я думаю, что да, что если есть, то это в такой минимальной степени, что... Что? Свой? Да. Где бы то ни было. Где бы то ни было. Да. Да. Где бы то ни было. Я говорю про город как таковой, Да, который да. принимает абсолютно все и все. Нет, Лондон – это город анонимности, безымянности. With the straightest forward, you place it on the tongue, and now you clamp it up between the tongue and the roof, and blow the air, okay? Всякий раз, когда мы занимаемся историей, то есть когда мы в сфере историзма, мы забываем об этом. Потому что если бы мы помнили об этом, мы, может быть, были бы умнее, но зато никогда бы не занимались никакой профессией. Тут нужно выбирать. Между прочим, выбирать надо постоянно. Вот, это к сожалению, неизбежно. Я не знаю современной Москвы. Многое из того, что я видел, меня огорчает. Именно огорчает, ни в коем случае не возмущает. Вообще, знаете, философ не должен возмущаться.
он может возмущаться только собой. Вот, вы знаете, я с вами категорически не соглашаюсь. Я думаю, что в среднем, если не говорить о мелочах, количество идиотов среди интеллектуалов есть более или менее величина постоянная. Тогда, тогда мы можем говорить о количестве интеллектуалов, а не о количестве идиотов. Вот. Тем не менее, абсолютизация историзма и в том, и в другом случае произошла. Абсолютизация историзма, связанная с его, я бы сказал, принудительной онтологизацией. पवन चले पायल बाजे रे झनन झनन जियारा मोरा डोले आजा पिया मोरे А в моем советском времени одна фраза. Кошмарная, но безумно интересная. Достаточно? А если подумать? А если не думать, то только кошмарная. То есть для 99% не думать. Норма же нормального человека – это не думание, это вам известно, да? Так а кто думал? Когда я читаю биографии, мемуары американцев, немцев, французов, англичан, то же самое. Это было время безумия. Безумие от недумания, которое началось в начале 20 века. Только ради Бога, чтобы у вас на основании того, что я сказал, не возникла идея, что были какие-то кучка отщепенцев, которые думали, и которых за это преследовали. Чушь! Да их не знал никто. Они были неинтересны. В этом смысле, хотя бы по этому параметру историзма, вот о котором я вот тогда пытался, я считаю совершенно неправильно и безуспешно говорить на конференции. Знаете, в чем коренилась безуспешность моего сообщения? Что я пытался, чтобы люди понимали то, что я говорю. А это педагогически катастрофа. Выступающего не должно интересовать, понимают ли его или нет. То есть, понимаете, он может пытаться, он может вырабатывать какую-то, ну, если свою методику понимания ими, но это все второстепенно. Потому что, в конце концов, когда я с тобой говорю, понимание того, что я тебе говорю, это твое дело, а понимание того, что ты мне говоришь, это мое дело. У двух разговаривающих или у публики и выступающего не может быть одновременно вот таких двух установок. Поэтому я действительно
думаю, что когда ты о чем-то говоришь с людьми, то говори. А я никогда не опаздываю на лекции. Никогда. Смешно, да? Почти не верится. Отменил один раз за всю жизнь и один раз за всю жизнь забыл. О, это был... Но, пардон, не записывайте. Влюблен был. С вами это случалось, я уверен. Что?